Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведения. И сегодня мы будем заглядывать в будущее опять с вами на новой колоде. Знаете, я на ней уже поработала. И так посмеялась, потому что я сняла два небольших расклада и такая думаю, боже, колода с абсолютно женскими энергиями, абсолютно женские вайбы. Поэтому, знаете, про мужчин, мне кажется, она будет отлично говорить и смотреть. Называется она Mind Eye and Tarot. Да, так, наверное, правильно. Mind's Eye, простите. Да? Третий глаз, глаз разума. Что это, скажите мне, сахасрарный элемент, да? Или аджна, что у нас там? Третий глаз где расположен? Это же девушки с глазами в волосах. Ну, что-то какая-то немножко наркомания. Вот. В модном стиле, наверное, микродозинга. Может быть, кто-то такое подобное видел в своих трипах. Что-то мне тоже интересно. В последнее время, короче, затрагиваются вот эти темы микродозинга. Я в своем канале там «Бар на крыше» задавала вам такой очень интересный вопрос. Я еще спрашивала после микродозинга, как вам кажется, деньги могут посыпаться или нет. Мне вот интересно, кто что говорит, потому что у всех разный опыт. И кто-то говорит, что да, кто-то нет. И я и там согласна на самом деле, потому что сколько людей, столько мнений, сколько людей, сколько вот ситуаций. Я просто потому, что сейчас это стало популярно, да. Наверное, мы наелись своей культурой, да, хотя сейчас опять какая-то модная тема пошла, вот это Slavic Bimbo Girl, да, вот эти все мейки делают с этими белыми ресницами, запорошенными снегом, вот эти все в маминых шапках, да, такая немножко сексуальная дурочка, вот такой стиль, опять что-то славянский. И девчонки сейчас этому всему подражают активно. То есть, с одной стороны, мы, конечно, про культуру, там, да, про возрождение русскоязычное. С другой стороны, вот я была на профильных мероприятиях, и мне, конечно, интересно было смотреть именно на русскую хтонь, раз уж как бы я здесь, да, а меня это больше интересует с точки зрения исследователя, потому что я не принадлежу к этой эгрегориальной системе и не собираюсь ее кормить, я с ней с уважением, вот эти все ваши леши и вот это все. Я действительно могу там воспользоваться какой-то помощью по договору, например, там какие-то чистки для меня, да, потому что я на этой территории нахожусь, и, собственно, я могу, как это сказать, знаете, как приезжий, как в гостях, да, где-то с ними взаимодействовать. Понятно, что на тех уже условиях, которые выгодны нам двоим, потому что я в служение точно никуда не иду, ни в один эгрегор. Я, как-то, знаете, более осознанная женщина. Но между тем сейчас опять активная вот эта вся история идет и с микродозингом, и с мексиканской культурой активно, да, потому что границы открыты, многие там уезжают, да, то есть у нас и балийская культура сейчас начинает преобладать, но я имею в виду в практиках, да, духовных, медитативных, потому что тоже вот пласт культуры, да, сейчас как бы привносит нам в русскоязычное пространство те люди, которые уехали, те люди, которые там живут, да, потом возвращаются, что-то привносят, соответственно. Вот сейчас вот в Мексике огромное количество. Вот эта вот колода, она не ваша, не наша. Она, знаете ли, про какие-то джунгли зовут. Видим, да? Очень интересная тематика. Глаза. Знаете, с точки зрения психологии, немножко вот оккультной символики, не есть хорошо, когда постоянно изображаются эти глаза, подсматривающие. Вот, потому что глаза — это еще портал, непонятно, что можно притянуть, но я думаю, что, в принципе, колода такая, если ее не активировать на просмотр какой-то чернухи, кстати, можно, потому что это глаза, и они подсматривают, они действительно могут быть проводниками там, между мире, там, к примеру. Можно, да, мне кажется, можно на этой колоде работать, как между мире. Но я пока работала исключительно, просто я сняла 2 расклада, да, она буквально у меня 2 часа как появилась, и это было что-то на отношения, то есть как бы мне не хотелось на отношения там снимать, в смысле тему, да, вот, а как-то вырулила все равно все на отношения, знаете ли, значит, надо было так. Но все же я хочу вам снять расклад на этой колоде. Как вы понимаете, не на отношения, не на отношения.
событие, которое изменит твою жизнь. Ну, я же вообще на самом деле говорю, что мы сами влияем на события, правда? И если уж мы говорим, что будет событие, которое изменит нашу жизнь, наверное, на это нужно огромное количество энергии. А уж как-то в зимнее время не особо-то мы как бы про энергию, поэтому мы, как правило, ищем проекты, которые помогают нам ее восстанавливать. Вот. Я сейчас запустила крутейшую штуку, называется она «Манифест». И я знаю, как это будет злить огромное количество тарологов, потому что буквально мы вчера тут говорили с коллегой. Вот, я послушала про себя просто великие сплетни. Но если интересно, я как-нибудь вам прям передам, мы вместе поржем, потому что, ну, наверное, вы уже знаете, да, что нейроведьма и рептилоид, вообще контракт с демонами, что только не говорят. Ну, я просто говорю, что делает в среде, да, в большинстве своем, и почему вам уже не интересно, потому что всех одно и то же. Все запускают какие-то бесконечные обучения, школы Таро и прочее. И при этом, ну, по большей части, знаете, это материал, который не уникальный. А я так не хочу. И, ну, я не для себя не хочу для вас не уникальность, потому что вы приходите как раз на уникальность. Вы приходите вот ко мне, потому что этого больше нигде нет. И мы с вами крутые, потому что мы делаем кастом, да? То есть я делаю для вас кастомный контент, это кастомные расклады, соответственно, вы кастомно меняете свою жизнь, и то есть вы творите, понимаете, такую жизнь, которая прям даже вне шаблонов, вне рамок, да, как выход из матрицы. Как бы сложно не было, да, какие бы сложные испытания мы не проходили, ну, мы прекрасно понимаем, что это наш путь, да? Наш путь героя. Вот с тем, что такое путь героя, я знакомлю вас в старших арканах, непосредственно в проживании арканов. Это проект, который необходим каждому, потому что, ну, мы его сделали вообще максимально встроенным в вашу жизнь, да. Вот я сейчас на самом деле прохожу обучение, я там профокапила уже 3 недели, потому что мне крайне сложно встроить его в свою жизнь. Оно мне не встраивается, потому что это, как, знаете, как диаметрально противоположно. То есть мне это нужно там как-то поменять приоритеты. А что касается проживания арканов, вообще не нужно менять приоритет. И это действительно разница. Я просто когда сравниваю, да, то есть вам, как вам сказать, вам не надо там 3-4 часа над этим сидеть, да. У вас есть 10-минутная максимум, наверное, медитация, и это обязательная история для погружения в аркан, но в качестве спойлера, поскольку там не разрозненная медитация, медитация, которая является частью пути, частью картины, частью вашей личной сказки, да, частью вашей личной трансформационной сказки, которую вы, по сути, там у вас есть определенные там сюжеты, да, но вы все равно пишете сами, потому что вы через свое тело чувствуете, что происходит, да, вы через свою жизнь чувствуете, какие изменения происходят. Это ваше личное. И это действительно путь к себе, потому что там нет правильного и неправильного. Там никто не стоит над вами, там, знаете, с какими-нибудь магическими инструментами, не говорят, вот так вот надо делать, вот так вот только ты проходишь, там, вот это твоя домашка. И нет такого, что там единый вариант ответа, понимаете? То есть там, знаете, там вселенная, которая многовариативна. Как это называется в играх компьютерных, да? Открытая, да, открытый мир. И вот этот открытый мир, он раскрывается для вас вот на том уровне, на котором вы энергетически находитесь. Просто, понимаете? И для всех на самом деле по-разному. И вас, правда, может и вверх, и вниз отбросить. Это вообще безумно круто и увлекательно. А вот это все погружение начинается, оно получается в старших арканах, продолжается в младших непосредственно. А вот что касается второй части, манифест, она для продвинутых. Она уже для тех, кто понимает, что такое энергия, как с этим взаимодействовать, как брать ресурсы. Потому что когда во второй части я направляю вас, я там не разжевываю, она же как раз, ну, для продвинутых действительно. Я, конечно, допускаю, что вы можете не пройти старшие арканы и пойти там в манифест, но это при условии, если вы рассчитываете свои силы, потому что практика начинается практически сразу. Также вот у вас есть лекционная часть и практика.
И проходите вы как бы в своем темпе. Но что касается вот второй части манифеста, там отчеты как бы раз в 2 недели. Я как бы сильно там не нагружаю. Да, там большое количество лекционного материала, но подается он в очень простой, понятной форме. А на выполнение практического задания там как бы 2 недели. То есть никакой гонки никто вам устраивать не собирается, чтобы было такое: ой, я не успел, я опоздал там, или а скажите мне, пожалуйста, какой тайм-код на практику, потому что я не успеваю просмотреть. Нет, оно вот встроено в вашу жизнь, потому что я же говорю о том, что я просто страдаю, что я бы, конечно, хотела проходить большое количество обучения, мне тупо времени нету, я сливаюсь, знаете, то мне неинтересно становится. Поэтому все те проекты, которые я делаю из состояния «а мне в этом интересно». И если я что-то пишу, и я чувствую, что я начинаю выгорать, я никогда ничего не буду себе выдавливать и вымучивать и выкручивать, потому что это будет все понятно, и просто мы не придем к тому результату, к которому необходимо прийти. Поэтому я лучше сделаю паузу, я лучше что-то попрокрастинирую, но ничего из себя выжимать не буду. Поэтому, если вы обратите внимание, все абсолютно лекционная часть и медитативная часть, они все записаны в ровной энергии, вас точно не штормит. Я, правда, трачу на это много усилий, с точки зрения, наверное, наработки, с точки зрения моей практики, потому что я постоянно практикую и медитативное состояние, и погружение непосредственно уже в разные измерения. Поскольку я там была и возвращаюсь, мне легко держать это состояние, поэтому со мной не штормит точно. А то, что мы делаем как уникальные вещи, это просто вы нигде не увидите, это не повторяется, ни на каких гет-курсах никогда ни у кого не лежит, и никогда, собственно, не будет украдено, потому что там уже и защиты магические стоят. Это полноценный магический проект для тех, кто пытается практиковать, что-то не получается, для тех, кто хочет, чтобы расклады Таро были глубже, потому что там у нас и про то, как заряжать колоду, про то, как создавать алтари. То есть я говорю, что это достаточно серьезная работа. А поскольку я в этой теме практик, то ничего притянутого за уши вы условно не увидите. Если вопросы, которые вы задаете, я сочла действительно, что они нужны по теме, я, конечно, вам на все отвечу. При этом, это тоже самостоятельная история, потому что когда вы видите, сколько стоит подписка на это все, вы прям удивитесь и подумаете, что, значит, в этом нет ценности. Я уже говорила о том, что я хочу, чтобы этот проект был образовательным, а образование все же пока еще доступно. И чем больше образованных магически людей, тем меньше всякого говна, понимаете, мы видим от магии, потому что мы и защищаться умеем. И это, кстати, показывает на практике. То есть это же не просто в теории, это же все равно потом общаешься с людьми, берешь обратную связь, и ты просто говоришь спасибо высшей силы, что когда-то вы меня направили на этот путь, что пришлось создавать подобные проекты, потому что теперь это защищает людей, и люди учатся защищаться. Вот такая у нас история. Поэтому welcome. Можно еще пока запрыгивать в последние вагоны, пока не началась эта, знаете, там уже практика, где слабейшие просто не потянут. Сейчас пока еще можно, и поэтому успевайте, потому что кто знает, что дальше. Может быть, потом возможности такой не будет. Мы живем в турбулентное время, неустойчивом мире. Все ссылки спрятаны в описании под этим видео, все действия происходят в Telegram, это очень важно. То есть у вас подписка есть на Boosty, не нужно никакое приложение скачивать, не придумывайте просто вы сейчас перешли по ссылке и попали во все ресурсы. Самое главное, чтобы у вас был аккаунт Telegram, потому что все наши действия, не происходят в телеге, и отчеты вы тоже там пишете. Так, окей. Я, знаете, вчера, когда коллеге рассказывала про полностью всю программу лояльности, которая спрятана по подписке, он просто выкатил глаза и спросил, почему это не стоит 1,5 миллиона рублей. Как частное преподавание, что-то еще, И он сейчас загорел, знаешь, что еще говорит? Он говорит, а тебе не опасно, говорит, людей туда опускать, потому что они, говорит, увидят, что у тебя там, говорит, и просто сделают такое же. Я говорю, нет, абсолютно не опасно, потому что система сама себя защищает, и такое же сделать невозможно. А я как раз отвечаю на запросы тех людей, кому действительно сейчас это необходимо. Это, знаете, наверное, даже больше для избранных.
А избранный не всегда означает, что просто у вас дофига бабла. Это вообще не та история. И опять же из практики у тебя может быть дофига бабла, а доступов магических нет. То есть ты можешь покупать их за деньги, за большие достаточно. Ну, извини меня, боссы ныне там. А бывает такое, на самом деле, что у тебя способности есть, да, как бы, ну, с финансами вот такая вот история шатающаяся. Поэтому, собственно, подписка, она вообще абсолютно подъемная. И прикол как бы в том, что там-то у тебя финансовый доход увеличивается, понимаешь? Вот так вот все хитро. Ключи, в общем, спрятаны в описании к этому видео. Выбирайте камень-проводник. Новые камни, не знаю, как называются, просто зеленый, такой оранжевый и голубой. Так, ну что, в инфобоксе время начала вашего видео, да, смотрим события, которые изменят вашу жизнь. Между тем жду вас в своих проектах по изменению жизни, потому что это действительно очень крутые штуки, которые я бы, наверное, даже родственникам своим бы рекомендовала, если бы они вообще понимали, о чем я. Как сапожник без сапог, конечно. Так, здрасте. Ну что, Денечки, я вас приветствую. Кстати, приятный такой камень, да? Давайте смотреть происходящее с вами. События, которые изменят вашу жизнь. Ну, как у нас там с событийными рядами? Кстати, слышали теорию о том, что если в нашей жизни происходят такие насыщенные, да, событийные ряды, то жизнь укорачивается. Ну, тоже теория такая. Ну, наверное, есть в этом смысл, знаете ли, да? Потому что чем больше событий, тем как-то ты все равно меньше живешь. Бывает, что прям линейно растянутый, вот, а ты их начинаешь быстро проживать. Это я как-то, да, рассказывала о том, что меня предупредил хиромант, что у меня изменились линии на ладонях, потому что я умею скручивать время. Потому что я же как научилась, мне же, знаете, понесло. Я же как стала экспериментировать. Ну а что, доступ же есть. Как обезьяна, знаете, с гранатой. А потом меня предупредили. Я оп. Потому что я и стареть-то не хочу. Жить вечно-то как бы тоже нет. Ну вот. Тоже будьте, пожалуйста, с этим всем осторожны. И переходите в манифест, потому что мы там очень много говорим про технику безопасности. И я действительно, наверное, как курица с яйцом ношусь с этой техникой безопасности, но она необходима, чтобы мы себя там не покалечили в магических мирах. Окей, ну что, мои прекрасные, в каких энергиях находимся, и вы понимаете, ваша позиция или нет. Король чар. Карта силы. Девятка жезлов. Вот, знаете, абсолютно нарциссической же позиции, правда? Вы согласны со мной? Король чаш, сила, девятка жезлов. Я хочу привлекать внимание. Да? Я упорото хочу привлекать внимание. Почему упорото? Карта силы. Я прям тяну это внимание на себя. И вот здесь вот не получается немножко это делать в легкости, конечно, хотелось бы. Но еще хочу сказать, если я читаю женщинам и девочкам, явно есть какой-то поклонник, который добивается вашего внимания. Но если просто вот мы хотим посмотреть. И энергию, ситуацию, да? Если вам вот этот не нравится формат с энергией, вообще не понимаете, о чем я говорю, вот смотрите ситуацию. Ну, кстати, смотрите, это же девятка жезлов, и вот ощущение, что внимания действительно не хватает, и мы прям можем его провоцировать, да? Смотрим, девятка жезлов, четверка мечей. Угу. Мы хотим внимания, мы хотим на сцену, мы хотим сиять, при этом мы бьем себя по рукам и говорим, что типа это плохо. Ты же типа уже не маленький ребенок, что за фантазия, что за желание и так далее. И вот настолько вот наш внутренний взрослый фигачит этого нашего малыша или малышку, да, и говорит, что нет, ты что, все, ты выросла, и детство и чудеса закончили, что мы сами начинаем просто перекрывать вот это желание, да, быть на сцене, быть яркими, быть привлекающими внимание, да, тем, что мы хейтим тех людей, которые уже на сцене, условно. Вот такие вот интересные энергии. Я, конечно, не удивлюсь, если то событие, которое должно перевернуть вашу жизнь, оно про вашу публичность будет. Давайте
Каким пирожочком вас видит Вселенная? Каким пирожочком вас видит Вселенная? Пирожочки вы мои. Такой, знаете ли, противный вы пирожок, потому что начинка-то у вас, ребят, странная, да? Скорее всего, какая-нибудь чили или какой-нибудь зеленый перчик. Башня. Вы какой-то прям, знаете, пирожок с сюрпризом. Или там, не знаю, вареничек, да, с монеткой, да, зубы обломать. Вроде и счастливая, короче, вот. И счастливо пошел коронку ставить новую. Знаете как? Как вас видит, короче, Вселенная? Что значит вы этот пирожок, наверное, там с капустой, с луком, с яйцом, который, значит, претендует на то, чтобы быть каким-нибудь, не знаю, царским растягаем. Понимаете? Тогда, когда мы действительно не согласны со своим уровнем, да, по пятерке пентаклей, башня, да, и пятерка пентаклей. Когда мы вот, собственно, постоянно боремся с теми пироженками, которые, значит, стоят красиво на витрине, да, то есть они вот там уже находятся. Вот. И нам хочется тоже туда попасть. В это другое общество, да, на другую витрину. Очень хочется. Когда Вселенная нас видит. Ну что же, событие, да, давайте. Событие, которое может перевернуть нашу жизнь, и к чему это приведет. Напоминаю, что это вариативность все же вашего будущего. И вы можете эту информацию как принимать, так и не принимать. Ладно, две давайте. Событие. Событие будет негативное, да? Десятка мечей. Событие, которое вас просто прибьет и так просто вот так распластает, как в позе морской звезды, еще и распятое. Десятка мечей. Десятка мечей. Это, знаете, когда действительно вот это вот все, что у вас вот это кипело, бурлило, вся вот эта начинка, она должна вытечь, потому что она, это не то, что, как вам сказать, то, что вам соответствует условно, да, потому что нужен какой-то прям момент перерождения, чтобы как бы вашу, видимо, старую оболочку, да, там заливали уже новую энергию, может быть, новое качество жизни, но сначала нам нужно слить старое, да, условно. Я как-то приводила пример, представьте ванну, да, и там вот есть вода. Возможно, кто-то уже в ней искупался, она остыла, и там, значит, у нас остаются продукты жизнедеятельности, там наши вот это волосы налипли, то там кусочки кожи, то пятки там кто-то поскоблил, там в ванной, кто-то когти там порезал, да, свои эти на радость ведьмам, да. Ой, для куколок Вуду. И там, значит, это у нас остатки окислившейся вот этой все бомбочки, которая вот это, знаете, вот эта грязь, короче, вся остается в этой ванне. И когда-то это была, короче, вот какая-то красивая пена, а это все уже, это грязная вода, достаточно неприятно грязная вода, мы это все как бы вносим внутри, и как бы нам самим не очень приятно от этого всего. Да, пора эту воду слить. И когда мы выдергиваем вот эту, да, заглушку, понятно, что вся эта вода по воронке как бы сливается, и ванна остается пустой. А пустая ванна, она как-то грязная, ее ж нужно помыть. Вот. Поэтому как бы мы себя будем мыть по десятке мечей, что снаружи, что изнутри. Да, на иглоукалывание, значит, мы пошли. Не, если бы, кажется, я сейчас натягивала, как вы любите, да, животных на глобус, то я бы сейчас действительно сказала, что по десятке как бы мечей, да, что это событие, которое изменит вашу жизнь. Ой, девочки, на гвоздях постоите, и как привалит вам, как вот это вы преисполнитесь. Ладно, давайте. Может, вы правда, знаете, кто-то постоит на гвоздях вообще, да, то есть на закат тут посмотрит, полюбуется вообще, и как все прям, как осознает, и как жизнь поменяется. Но вообще, на самом деле, в десятке ничего хорошего нет, потому что все это финал, и финал такой, знаешь, все неблагоприятный. Ну, что-то будет. Давай посмотрим, с чем связан этот неблагоприятный момент по десятке мечей.
Неблагоприятный момент. Окей, давай, с точки зрения высших сил закономерная история, потому что Верховная Жрица. Вполне возможно, мой котик, ты попадешь под воздействие какой-то, значит, страшной магии, и, значит, тебе придется защищаться, потому что это атака магическая, правда, может быть, событие, которое может поменять твою жизнь, ты там, знаешь, в качестве спойлера, когда к эзотерике, к примеру, придешь, потому что придется защищаться, как еще иначе. И станешь там потом крутейший какой-то. А дальше на бытийном уровне читаю другую вариацию, и это именно про то, что тебя могут добить какие-то проблемы с документами, да, когда, например, не получается достигнуть то, чего бы мы хотели, да, потому что Верховная Жрица, она еще у нас про документы, там, про... Сейчас еще посмотрю, что здесь события. Нет, это магия, это все же магия, ну, что еще по-другому. Да, либо мы можем получить отказ, да, в чем-то, и дороги какие-то закрываются, и нам кажется, что мы в отчаянии, либо, соответственно, это правда атака магическая, да, событие, которое может поменять твою жизнь. Хорошо, а к чему это все придет? Посмотри, новая энергия, да, новое качественное развитие, перерождение, возрождение. И что это новое качественное развитие? В какой сфере? Смотри, получается так, что вот это негативное событие, короче, активирует те скиллы и качества, которые в тебе достаточно давно спали, да, то есть они вот, ну, просто маленькими зернышками там вот, типа, твои внутренние земельки там вот это все прорастали, и получается, что вот это событие, оно становится катализатором, на самом деле, того, что в твою жизнь приходит условно как бы новый путь, да, и новый источник, может быть, даже новый источник денег, если ты, соответственно, потом в дальнейшем эти скиллы начинаешь усовершенствовать, там, продвигать, развивать, раскачивать. Кстати, еще вот какая история. Если это не про скиллы, вполне возможно, это про связь с каким-то новым энергетическим каналом, да, может, про покров богов, может быть, знаешь, даже. Туз жезлов еще же у нас такая история, может быть, как канал энергетический. Видишь, я тебе читаю и магическую интерпретацию, и обычную. Так, а что вообще в итоге там после открытия всего? Пограничники вы мои, пограничники. Смотрите, с точки зрения магии, это, безусловно, это про то, что вы станете проводником, потому что вы как будто со смертью познакомитесь. Может быть, вы правда будете кого-то отстаивать, понимаете, кого-то пытаться спасти, вернуть, вылечить, потому что это какая-то ситуация отчаяния, да? Вы с этим всем справитесь, да, и что-то вот новое здесь откроется и придет в вашу жизнь. Мир не будет прежним, да, смотри, карта смерти, да, как бы и карта мира, то есть все, то есть вот это действительно событие, которое не то, что, наверное, даже радикально меняет твою жизнь, оно тебя просто полностью перестраивает, пересобирает. Ты действительно становишься человеком, которым ты не был раньше, не было раньше, понимаешь, потому что вообще никогда не было. Это вот как будто что-то абсолютно новое. Так, кем ты станешь-то вообще после вот этой всей ситуации негативной абсолютно? Кем ты станешь? Кто придет в этот мир вообще? Кто как-то переродится при жизни, да? Королева чаш, королева жезлов. Это хорошая, классная, качественная, мощная женская энергия. Королева жезлов, королева чаш. Вот. Понимаешь, зачем тебе это все надо было? Потому что вот здесь мы, получается, привлекаем внимание типа не по праву, потому что мы в себе не уверены, а через вот эти потрясения, когда ты реально становишься сильнее, ты такой мощной крутяшкой становишься. Мощная крутяшка, как люди на тебя начинают реагировать. Видишь, как у нас императрица собираться-то начинает? Как ртуть, вот так вот, да? Все в один пазлик, все в один аркан. Как люди тебя начинают воспринимать?
как королева мечей. Прикольно. Ты сама для себя, значит, это, да, вся и чувственная, и знаешь, как управлять энергией. Они тебя воспринимают как вот ведающий такой, да, но при этом, скорее всего, вот эта ситуация тяжелая, которая в твоей жизни случилась, понимаешь, она делает из тебя королеву мечей. Она делает из тебя умную, проницательную, да. Ты через многое прошла. Действительно пройдешь как бы через многое. Вот люди поэтому тебя и начинают воспринимать как королеву мечей, как женщину умную, проницательную. Давай так, женщина, которая победила дракона. Все, а там дальше хорошо. А там дальше ты просто будешь искать своих таких же, кто тоже его победил, понимаешь? Совет тебе сейчас. Совет тебе сейчас. Да, чё, по умеренности, не парься. Не парься, потому что вроде как ты в каком-то, даже если в коконе ты находишься, ну, в каком-то ресурсном достаточно питательном, да, говорят о том, что сейчас у тебя питательная среда абсолютно для всех изменений, которые должны произойти в твоей жизни для того, чтобы ты стала тем, кем ты должна стать. Понимаешь? Вот так вот, хорошо. Так что вот первый вариант, видите, единички, да? Абсолютно питательная среда, в которой вы правда можете расти и развиваться. Ну да, через вот эту десятку мечей, через какую-то прям такую жопу в вашей жизни. Может быть, это даже с болезнью связано, но если это касается там болезни, это про то, чтобы вы сами себя вытащили. Понимаете? И тут вы тогда осознаете свою личную силу, задаете вопрос, кто я и что я такое, да? Приходите уже потом к состоянию, когда вы умеете внутреннюю и внешнюю силу объединять. И вот тогда начинает происходить мэджик в вашей жизни. И вот тогда вы уже ведущие. И про то, как объединить внешнюю и внутреннюю силу, я как раз рассказываю вот во второй части проекта, по сути, да, не в проживании уже арканов непосредственно, а в манифесте. Вот там я рассказываю вам про внешнюю, про внутреннюю силу, как с этим жить и, собственно, к чему быть готовыми. Вот такая позиция была по первому варианту. Двоечка. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Кто передо мной? Ну, знаете, с одной стороны, конечно, любимчики судьбы, потому что колесо фортуны, ну, как знать, может быть, вас штормит сейчас, и вы тоже не совсем понимаете, да, что сейчас происходит, но я хочу сказать, что вы уже вот в каких-то судьбоносных событиях, уже в каких-то судьбоносных событиях, да, либо они только что прошли для вас, либо вот чуть-чуть уже вот на пороге судьбоносные события. Вполне возможно, что грядущий Новый год для кого-то реально судьбоносный судьбонос. Вы знаете, что хорошо вообще вот по вот этим позициям? Я вот, ну, не хочу читать королеву мечей как что-то негативное такое, да. Я, наверное, могу читать ее как вот, ну, теневую фигуру, которая вот если работает, то она работает из тени, да, она как немножко как серый кардинал. И сказать, что сильно прям признаются ее заслуги с тем, что она действительно тащит это колесо фортуны, вот эту фортуну на себе, оно чуть не особо. И вот бывает, наверное, на самом деле такое, что как-то все аплодируют и кому-то поздравляют, успешно сдали проект, а она такая, знаешь, в тени вообще, хотя все это на себе вытащила. Но здесь вот еще вот какой очень важный вопрос по королеве мечей и колесо фортуны.
Потому что, если вы помните медитацию, я вам давала на золотую середину. И, в принципе, она своим мечом может сделать так, чтобы это колесо не вращалось. Ну, то есть она может это сделать там, через свой ментал, опять же, через свою энергию. И если наше колесо, то есть мы его не привыкли контролировать, у нас вот это штормит, как на американских горках, сегодня хорошо, завтра плохо, послезавтра еще как-то, то энергия королевы мечей, она призывает нас просто четко фиксироваться, четко, значит, держать рычаг этого колеса, чтобы его, значит, вот так вот постоянно не крутило, да. То есть нам здесь нужно учиться владеть нашими эмоциями, это очень важный момент, эмоциями, чувствами, но это не про то, что мы закрываемся, а про то, что мы действительно сами создаем среду, где мы сами условно крутим и помогаем крутить вот это наше колесо фортуны. Или стать человеком, который крутит чужое колесо фортуны. Так. 6 чаш. Как интересно. А что здесь 6 чаш? Тут есть какая-то ностальгия все же. По утраченному, по какой-то мягкости, да, безусловно, есть, по какой-то детскости, может, есть, да, потому что еще это может означать как смену периода, да, допустим, не знаю, из молодости в зрелость, к примеру, вот что-то такое, да, у нас идет. Так, что еще за ситуация? Кто перед нами? Почему-то очень важная материнская фигура. Как это, еще могу сказать, что еще может происходить, чтобы вы посчитали, что вот ваши, не ваши, у вас какие-то очень важные сейчас психологические проработки, связанные с женщинами, да. Это родовая история по 6 чаш. И вполне возможно, да, что есть даже покровительство сейчас от женщин рода. То есть вам вот, видимо, это хотят передать. Да. Ну, прям у вас какая-то защитница, прям очень мощная. Мощная, может, мамушка, чаш. 6 чаш, да 6 пентаклей – это активированная родовая помощь. Блин, так прикольно, как будто прям часы, да? Реально, смотри, как будто часы прям запущены. Стрелки, да, как будто стрелки часов. Время, да, для чего-то пришло. Вот время пришло для какого-то очень важного события в твоей жизни, знаешь, это как будто такое ощущение, что вот родовая система, да, тебе же, конечно, заинтересован, как-то кулачки прям за тебя держат, смотри. Давай смотреть. Давай смотреть. При этом у меня нет ощущения перекрытия, у меня есть ощущение, что это стрелки часов. Или, знаешь, как вот потоки направлены как вверху, так и внизу, да? Но при этом нет жреческой энергии. Это какая-то прям интересная синергия идет, да, при этом 6, да, арканы целостности и арканы пути. 6 чаш, как бы 6 пентаклей. Как будто вот прям как запуск родового сценария идет, но он как будто необходим, знаешь? Интересно, мы его отыгрывать будем или выходить будем? Очень интересно, говорит колода. Необычное, правда? Так, ну что же там за событие ключевое? Мне хочется рассоздать энергию. Нам, значит, нужно выйти, будет дать сценарий. Что со мной делается? Двойки, опять состояние потока, я проваливаюсь с вами. Хотела почитать линейно. Угу. Предательство. Смотрите, для того, чтобы... Да? Ну. Что? Короче, должно какое-то предательство произойти судьбоносное достаточно. Предательство, видишь? 7 мечей. 9 мечей, да, и ощущение, что эта ситуация прям тебя добивает максимально. Вот. Ну, ты знаешь, какой еще выход может быть из этого всего, что ты такая говоришь, блин, а сколько я сама себя предавать, короче, буду? Сколько я еще буду находиться в этой ситуации? Часики тикают. Ладно, давай смотреть, о чем это. Тут еще, ну, знаешь, как предательство достаточно же часто, да, там по 7 мечей, обман какой-то.
Но здесь еще смотри, как ситуация какого-то нагнетания может быть, да, ситуация нагнетания. А ситуация, которая связана с шантажом, например, понимаешь, эмоциональный, психологический, да, это может быть какой-то момент насилия, да, либо моральный, либо физический. Сейчас еще посмотрю. Блин, что у тех судьбоносные события через мечи, что у вас судьбоносные события через мечей? Эта ситуация как раз связана, знаете, с тем, что вот я всегда знала, кто я по предназначению. А оказывается, что нет вообще, понимаешь? И у тебя рушатся все конструкции, потому что, а как, я что, больше типа не нужна, а зачем тогда жить? Вот какой-то такой момент, знаешь, личностного кризиса по большей части. Еще это действительно связано с тем, что у тебя могут посыпаться деньги. Но это событие в твоей жизни, оно абсолютно судьбоносное. Оно так и должно быть. Именно для того, чтобы ты еще какие-то пути развития для себя рассмотрела. Понимаешь? Что-то есть ощущение, что понимаю, кому читаю. Прям энергии знакомы очень. Так, давай, что еще за судьбоносные события будут происходить? Уже происходит, возможно, да, уже вот этот вот маятник там запущен. С чаш императрица. Ну вот смотри, на волне того, что у тебя действительно, получается, сыпятся опоры на себя, да, у тебя вырастают эмоциональные опоры. Вполне возможно, что на вот это вот как бы состояние, да, вот ты, ну, как ты притянешь помощь. Давай смотреть. Потому что у тебя время на самом деле для родов. Смотри, в чем прикол. Императрица, да, и как бы туз чаш. Да, какой-то очень важный момент фертильности, но я вот так вот почитаю, потому что этот расклад подходит и молодым девчонкам, и тем женщинам, которые вот они уже немножко в возрасте, не очень боятся, что у них проблемы с фертильностью, знаете, какой-то последний шанс, может быть, там, да, или там мы боимся поздних детей, потому что они могут родиться с генетическими отклонениями. Ну, то есть вот какая-то, знаете, история на грани, и она реально судьбоносная. И для многих это действительно рождение ребенка как судьбоносная история, особенно если это уже, когда есть риск, да, что с ним, возможно, что-то будет не так. Или, например, там ребенок приходит в нашу жизнь, а мы предпочитаем сделать аборт, ну, потому что вот, ну, вот мы так предпочли, да, я сейчас вообще не выгуливаю, ну, пальто, знаете, белое с кровавым подбоем, да, потому что все мы как бы люди, все принимаем решения, 21 век. Но просто вот как бы сам момент действительно какое-то очень важное событие. Да? При этом, смотрите, рушатся опоры полностью на себя, да? Рыцарь Пентаклей. Мой привычный путь, путь, который приносил мне доход, путь, на котором я себя видела и чувствовала победительницей. Оно все должно просто, да? Вы должны это все оставить и уйти. Или, например, знаете, ситуация, когда мы вынуждены уехать и что-то начать с нуля, понимаете? Как будто мы должны оставить вот эти старые энергии, да, при этом, что касается жезлов и пентаклей, то есть вот что касается там связей, коммуникаций, что у нас там еще, выстраивание там новых отношений, оно нам что-то как-то не везет, да, у нас опор нет, короче, у нас опор нет, потому что наша императрица, она бы давно уже что-то выносила, по идее, да, но она как будто не заземлена совсем. Это прикольная, конечно, история, потому что туз чаш, да, ну как будто пуповины, что ли, нет, связи нет. Не могу понять, что за история. Как будто, получается, мы как бы в материю что-то не проводим здесь. Императрица, колесница, туз чаш. Потому что здесь должно повести в любви очень сильно, да. Потому что вот сейчас какая-то для себя судьбоносная история именно встретить человека или наконец-то забеременеть или что-то такое. Потому что здесь семейная картина. Семейная картина, да, что за событие, которое поменяет твою жизнь. Девятка жезлов.
Королева жезлов, смотри, да, это, скорее всего, связано с какой-то либо семейной жизнью, либо новым статусом, потому что очень много здесь, знаешь, как типа говорят, гордыня, эго, строптивость, и ты говоришь, да нет, никогда, да ну нафиг, типа не надо мне, да я это все, потому что, может быть, замужество означает, там, или там рождение ребенка, что я реализацию там потеряю свою, что-то такое, смотри, прям происходит. Но здесь прям надо туда идти, понимаешь? Тебе что-то это дает классное. Как это событие вообще поменяет твою жизнь? Да? Принять вот эти новые энергии, эту любовь, эту хрупкость вообще, может быть, даже какую-то свою слабость. Ну, слабости у императрицы нет сильно. Как событие это повлияет на твою жизнь? 7 чаш, Верховная жрица. Знаешь, здесь, наверное, такой момент, что это про возвращение счастья. Это, возможно, про возвращение доверия. Тогда ты ходишь, глупо улыбаешься, потому что все как-то хорошо, или как-то в моменте так все прикольно. А что, так можно было? Да, какое-то прям ощущение спокойствия. Так, а для людей вот ты как поменяешься, да, после этого события? Для людей ты как поменяешься? Повешенный? Паш Пентакли. Это когда они смотрят на тебя и говорят, «Да, блин, да жизнь же ничему не учит, да когда же этот человек повзрослеет, понимаешь? А тебя наоборот в какое-то абсолютно детское состояние отправляет. Но при этом там есть защищенность. Там есть защищенность в этом всем. Конечно, очень прикольно будет, если ты забеременеешь, а сильной готовности к материнству-то нет, понимаешь? Еще, кстати, еще такой момент, что здесь, правда, могут быть страхи относительно там проектов, рождения детей и так далее. Тебя, правда, могут отговаривать, да, потому что, ну, а как так? А ты все равно на свое настаиваешь, понимаешь? Давай я тебе сейчас возьму совет. Совет. Тебе нужно избавиться от прошлого. Нужно обязательно смотреть. Тройка мечей – это как бы король мечей. Вот, скорее всего, проработать ситуацию, где тебе делали больно, вот этот момент недоверия, момент контрзависимости, вот этих вот всех, что ты прям очень боишься что-то новое, да, впускать там в свое сердце. Да, страх по отношению к миру тоже это очень важно, проработать этот момент недоверия. Да, все уже, выплачь уже последние слезы относительно любви, относительно своих отношений, потому что ты прям за это держишься. Ты держишься за этот сценарий, держишься за эти события. И как бы тогда придут уже новые. Но я говорю, придут новые, а ты меня опять в прошлое, короче, окунаешь. Я тебе говорю новые, а ты меня опять в прошлое окунаешь. Нет, ты блокируешь новые энергии, понимаешь? Уже что-то новое было бы. Ну, ты вот, видимо, пока в отшельнике сидишь, это все прям как-то перевариваешь, да? Перевариваешь. Ну, и как бы ты говоришь, да, энергии типа сильно нет. Ты представляешь, сколько ты энергии тратишь, как бы, чтобы новое не пришло? Оно должно уже, понимаешь, вот прям вот так вот стучиться. Либо с этим человеком, да, либо с каким-то другим. Ну, вот очень важный момент. Так, троечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. События, да, которые поменяют вашу жизнь, вы уже не будете прежними, с чем связано, что делать, как его распознать, как вас видит пространство, и вот это все. Кто передо мной, кто пришел. Одиночки вы мои по жизни, да? Одиночки, которые не, знаете, как не выставляют свою личную жизнь в приоритет, потому что слишком много дел. Слишком много дел. Вот здесь вот усилия нужно приложить, вот здесь усилия нужно приложить. Ну вот, пожалуйста. Карьеристы, может быть, одиночки, те, которые там учатся, еще что-то.
Ну вот, знаете, вот вы как будто вот немножко в состоянии бунта в том плане, да я типа живу как хочу, да, я отвечаю только за себя, я как бы живу как хочу. То есть мы прям демонстративно это показываем, что мы не хотим никого там условно там пускать в свой круг. Он у нас есть, ну, есть какие-то люди, вы не в отшельники, но как будто очень сложно пробиться, да, к вам в окружении. Да, сложно же пробиться в окружении. Да, да. О, боже, как сложно пробиться в окружение. Такое ощущение, что люди прям на пороге, знаете, топчутся, видимо, как это сказать, перед забором ваших личных границ. Можете, не знаю, впусти меня, да, там, ну, как-то вы не идете открыто в коммуникацию. Может, вы, конечно, показываете, что вы очень коммуникативная личность. Хорошо, а с точки зрения высших сил, что там про вас-то? Ну вот смотрите, тут высшие силы, им кажется, что вы прячетесь очень сильно, да, что вы прячетесь, что вы, закрываясь как бы в себе, вы как будто вот, как будто лишаете себя каких-то ресурсов, да. Как они к этому относятся? Хотят помочь, да, хотят помочь. Такое ощущение, что вам приходит информация, типа, открой глаза, кто ты на самом деле, вот это смотришь, посмотри на себя, вот такое, вот прям пытается помочь. Рыцарь жезлов, тройка мечей, вы эту помощь отвергаете всячески, вы не слышите. Потому что вот как будто когда-то у вас был прям очень классный налаженный канал, вот, а сейчас он типа закрыт, и вам крайне сложно помочь. Им говорят, что вы достаточно давно ничего не просите, как будто вот у вас какие-то то ли желания пропали, то ли вы не верите в их исполнение, вы на самом деле отчаялись просить помощи, потому что как будто вот вам кажется, что все тщетно. Тщетно. Пытаетесь ли вы сами что-то изменить в своей жизни? Лапки опустили. Тройка жезлов. Что пытаетесь? Ну, что пытаетесь? Тройка жезлов, шестерка чаш. Ну, тут, наверное, больше мамины установки из серии рассчитывать только на себя, да? Понятно. Мы сильное плечо хотим, да, девочки? А нас как будто не замечает, да, те самые, которые готовы дать нам вот это сильное плечо, да? Есть такое? Замечают нас эти люди, которые могли бы нам помочь? Смотри, если не замечают, то по справедливости. А почему по справедливости-то нас не видят эти люди? Королева чаш. Император. Ну, смотрите, здесь какая интересная история. Ну, как будто вот вы не считаете себя достойной такой коммуникации, когда действительно вам и помогают, вам там могут делать, там, возможно, какие-то подарки, да, помогать облегчать вашу жизнь, условно, вот что-то такое, да, то есть вы, скорее всего, просили что-то такое подобное, но как бы либо в вашем окружении нет, либо просто вас, вот, видимо, высшие силы, как вам кажется, что не слышат. Такие у меня ясомахи немножечко такие с надорванными сердечками, да, потому что, правда ж, тащить все на себе много тащим очень. А еще какой-то, знаете, у вас вечный статус любовницы, как будто вы себя что, женой не видите, да? Карта солнца, тройка чаш. Здесь, наверное, такая ситуация, что как будто мы сами себе не видим в партнерстве пока на данный момент. Событие, которое изменит вашу жизнь. Луна, пятерка жезлов. Знаете, вот такое ощущение, что что-то прям произойдет. Вот
это даже не какое-то судьбоносное событие, как это случайная фигня, это какой-то случайный рапс, понимаете? Может быть, это случайный какой-то конфликт по Луне, да, просто, короче, вот с нифига, понимаете, по 5 жезлов. Что за ситуация? Знаете, с кем-то зацепились языками на самом деле, да, с кем-то, значит, пошли в конкуренцию. Как будто вы решили идти против правил, да? Вы, значит, судьбоносное событие, когда мы решаем идти против правил, против чужого произвола, давайте так. Потому что здесь мы будем пытаться отстаивать справедливость. Мы пошли, вот эта ситуация, она против чужого произвола или против произвола, ну, когда нас там, знаете, в чем-то щемят, да? Король чаш, 7 мечей. Вы как будто заступаетесь за какую-то слабую личность, может, творческую личность. Или, знаете, это такой момент, когда вот вы видите, что человек очень талантливый, но ему, например, не хватает, допустим, менеджера, да, хорошего, потому что его обманывают. И вы, получается, начинаете этого человека как бы помогать ему, да, может, какими-то советами, может быть, как-то помогать продюсировать, продвигать, или ну, вот какой-то очень интересный, вы как будто вот действительно прям идете против правил, потому что вроде по правилам этому человеку, это не вы, этому человеку вроде типа ничего не светило, а вы вот как будто действительно хотите ему помочь, в какой-то момент читерства, но это не целительство, это что-то другое. Так, а что у нас еще за чаш? Почему королева? Если мы говорим, что это какой-то продакшн, и мы помогаем, например, экспертам продвигаться, это приводит вас к деньгам. То есть у вас как будто вот какой-то удачный кейс. Удачный кейс. Если это не касается человека, это может касаться, правда, какого-то проекта, который, знаете, вот все считают, что по правилам он не должен взлететь, понимаете, а вы им занимаетесь, и он у вас взлетает. Или, например, вы там бухгалтер, да, и это... Ну... как бы небольшая, на самом деле, достаточно фирма, но вы, правда, тоже ее из жопы как бы можете вытащить. Там, допустим, пришла налоговая, да, вы бумаги как бы не в шредере там уничтожаете, а сами их съели, да, и вот за ваш вот этот вот поступок вас там начальник повысил, к примеру, и там, а поедем со мной там, в общем, да, какие-то филиалы открывать. То есть получается, что вроде какая-то вот, ну, помощь человеку со стороны, да, вот просто вы вмешались, потому что что-то было несправедливо, как вам показалось. Вот что-то вот вы взяли кого-то под защиту, и это правда меняет вашу жизнь и приносит вам какие-то очень важные дивиденды, да. Давайте сейчас еще посмотрим, что это, что за дивиденды вам это все приносит. Ого! Либо это действительно как открытие какого-то большого бизнеса, может быть, это большой какой-то центр, да, или на самом деле вы там с человеком общаетесь, но при этом не знаете, какие толком у него ресурсы, а оказывается, что у него достаточно большое количество ресурсов, да, и вы как под крылом, понимаете, вы покровительство получаете. Да. И покровительство получаете как будто вот выход в другую среду обитания по 4 жезлов, либо, соответственно, это у нас про замужество, да, про замужество. Судьбоносная история. Берете кого-то под крылышко, да, и получаете историю, которая уже с продолжением непосредственно. И к чему вот эта 4 жезлов, она может привести, да? Может быть, этот человек действительно, вы ему помогаете вырасти там, да, на ресурсах, там, на своих, то есть раскрываете потенциал, а он достаточно благодарный, потом он что-то в клювике приносит, да, то, что дальше уже получает ваше развитие.
здесь тоже, понимаете, мир не будет прежним, да, то есть вот человек в вашу жизнь прям приносит какую-то очень мощную трансформацию, очень мощные изменения, да, выход там в свое солнце, знаете, как изменение уровня жизни, да, то есть то, о чем вы раньше смотрели, ну, солнце, да, как бы двойка мечей, а то, о чем ты либо раньше не мечтала, либо ты понимаешь, что мечты это какая-то мелочь, и у тебя прям какие-то глобальные события разворачиваются. Вот с помощью вот, не знаю, какого-то просто доброго дела. Посмотри, какая интересная картина. Что боги говорят по этому поводу? Четверка мечей, колесница. Да ничего они не говорят. Это не божественная история, понимаешь? Это не провидение никакое, не карма. Это когда ты просто... Это твоя инициатива, которая действительно по воле случая, да, приводит к росту. И здесь нам говорят, что если вы, не хотите как бы упускать, да, свою судьбу, вот просто немножко нужно более отзывчивыми быть как-то, да, более отзывчивыми, кстати. Четверка пентаклей и как бы рыцарь чаш. Немножко выйти в состояние императрицы и состояние мага, потому что в мага вы прям заигрались уже. Вы и так всемогущие, да? Могини вы мои. А немножечко здесь нужно вот этих всех женских энергий. Хорошо, совет вам, да? Совет. Ну, в принципе, уже вытащила. Тройка чаш. Колесо фортуны. Да, дождь и снег любое время года надо благодарно принимать. С легкостью, да? Там, кружите по этой жизни. Да что ж такое? Чего мне четверка мечей выкатывает? Четверка, ча. Все, я поняла, короче, знаете, вот эта ситуация называется горе от ума. Вот мы как-то максимально заблокировали свои чувства, забинтовали их. Если мы их не будем забинтовывать, мы будем больше проговаривать словами, да, то ситуация начнет как бы разворачиваться в плюс для нас, да. Либо для кого-то там, правда, нужна какая-то хорошая терапия, потому что слишком много наболело и очень многое как будто нужно кому-то высказать. Поэтому, да, понятно, о чем говорим. Да? Нужно от этого всего освободиться, от всех этих ментальных конструкций. И вот тогда вот эта судьбоносная встреча, она, правда, для вас возможна. Ну, кстати, еще, если это не касается мужчины, это касается, например, там ребенка, которого вы могли усыновить, да, или там, не знаю, кошечку, которую с улицы там принесли, да, то есть смотрите, вы даете кому-то заботу, любовь, и вам просто мир как бы возвращает десятикратно, если не больше. Это как случайные события. Вот такая позиция по третьему варианту. С вами была я, ваша нейроведьма.